такое у меня незапланированное включение. В общем-то, я уже снял на две камеры. Отсюда нахожусь я сейчас на пляже София в дюнах. Сегодня 6 июля 2021 года. На море шторм. Сейчас я просто немножечко сделаю обзор пляжа. Для этого я поднимусь на дюны. Здесь они высокие дюны. Но песок, видите, мокрый. Пошел дождь ночью. Сильно достаточно. Сегодня капал дождик. Ну, это сложенные зонты пансионата «Кристалл Уют». И вот дорожка идет на выход туда, куда я потом поеду, на Пионерский проспект. Купаться сегодня нельзя. Я вижу, вот спасатели ходят, смех. Они постоянно знают, кто близко к воде подходит. Ну, как вы знаете, вчера 3 человека, подросток 13 лет и мужчина, который... Понятно, что сейчас какое-то время, когда шторма, а они уже давно продолжаются, и вчера был шторм, будет вот это вот повышенное внимание, как это всегда у нас бывает в России, когда что-то случается, сразу мобилизуют все силы, все вспоминают о своих функциональных обязанностях. Так, звонок, но я не буду на него отвечать, потому что я даже не вижу, кто звонит. Ветер сегодня, ну, достаточно сильный, но он приятный, он теплый, он свежий, он вкусный. Хоть и бушующее, но оно прекрасное. И все равно люди идут, люди тянутся к нему, люди фотографируются, люди загорают, потому что все равно можно загорать и в такую погоду. Еще и солнце. Несмотря на то, что обещали 3 ненастных дня, и, в общем-то, вчера действительно прогноз сбылся, сегодня утром, кстати, как-то так неожиданно я увидел солнце в окне и решил вот поехать. Вот, кстати, мой велосипед здесь лежит. Конечно, я не думаю, что картинка будет хорошей, потому что ветер. Но, тем не менее, я думаю, общее представление о сегодняшней погоде у вас будет. Вообще погода замечательная. Не жарко. Ветерок обдувает. Воздух целебный.
Ну, по всему пляжу олеют красные флаги, что означает купание запрещено. Их, кстати, хорошо видно. Раньше были черные шары, вывешивали вот до прошлого года. Порой сливается и как-то было неудачно. Вот там женщина с ребенком тоже подошли к воде. Да. А вчера, да, вот так говорили, что ребенок тоже зашел по колено, его сбила волна и тягун утащил его. Отбойное течение. И все. Очень коварное. Вороны куда-то летят, еле-еле преодолевая встречный ветер. Летели бы по ветру, легче же. Я не знаю, друзья, пишете ли вы мне что-нибудь сейчас, потому что, ну, достаточно яркий свет, и мне ничего не видно. Я потом вот присяду на коврик и посмотрю, может быть, что-то разберу и отвечу. Привет, Саша, да, штормит. Ужасно. Волны дикие. Мы не ожидали с мамой. Хоть солнце бы сегодня. Ну, да. Это Игорь пишет, я так понял. Он отдыхает сейчас с мамой в Джимите. Игорь это Игорь Золинский. Композитор из Москвы. Автор песни про Анапу. Ну, я слова написал, он музыку. На Алтае в этом году погода тоже резко меняется. То жара под 40, то плюс 10 и дождь, и град. Сегодня 36. Ветра нет. Ну, у нас вот так вот, видите.
Друзья, кто не поставил лайки, пожалуйста, поставьте. Ютубчик очень любит, когда на трансляции и вообще за любое видео ставят лайки. Ютубчик очень-очень вот это любит. И давайте уважим ютубчик, ну и меня. Спрятаться, конечно, от ветра проблематично, даже если вот так вот лечь. Ну так более-менее, да, потому что все равно кусты скрывают, немножечко сглаживают порывы ветра. Но утро сегодня у меня прошло хорошо. Наташа встает раньше меня, ну и, конечно, там пока собирается, я просыпаюсь. Ну, там как-то не спится. Вот. Ну, встал, кашку себе заварил, овсяную, порезал туда абрикос свежий, изюма бросил, ну, как всегда, меда немножко. Вот, чай без сахара и без молока, потому что молоко вчера не купил, а сахар у нас сейчас сладкий яд, мы его не едим. У меня сейчас дочка, занялась таким здоровым питанием. Ну, я думаю, может быть, это, конечно, пройдет, вот, но пока, конечно, я позволяю ей вот экспериментировать. И есть те продукты, которые, ну, наверное, не очень вкусные. Так вот мы нут попробовали, турецкий горох, фасоль я вчера купил, рис, как он называется-то, рис-то вот в шелухе который. Ну, рис, короче, такой необработанный. Потом льняное семя. Что еще? Ну, помидоры у нас вообще идут сейчас. Это чуть ли не основной продукт питания. Хлеба я тоже стал меньше есть. Раньше покупал его много. Где-то по 2 буханки. Ну, не буханки, 2 каких-то изделия. 2 изделия в день. И, в общем-то, он уходил. Вот. То есть темный и белый. Но, правда, сейчас Вали дома нету, она на работе пропадает. Вообще не приходит домой. Наташа целыми днями нет дома, она без выходных работает. Даже Маша у меня работала, но сейчас вот вроде бы как дома тоже. Ну, вот так вот как-то. Ну, а потом решил поехать. Смотрю, солнце. Думаю, ну, нормально. А сначала Наташа мне позвонила и говорит: слушай, тут, говорит, такой срач на улице Крестьянской, вот на пешеходной дорожке возле спортмастера и дальше, которая к рынку ведет, бетонированная дорожка. Просто, говорит, ее занесло не просто грязью, такой слизью. И, конечно, никто ее чистить не собирается. И понятно, что эта вся грязюка бежит вот с разрушенного винзавода «Лазурный», где затевали стройку. Ну, говорят, что эта стройка там, в общем-то, и планируется.
Вот. Это, конечно, будет вообще очень плохо. Вообще придется, наверное, даже уезжать с этого жилищного комплекса, ну, потому что у нас сейчас вид не очень такой хороший. А я посмотрел по проекту, и там вообще ничего не будет видно. Поэтому загородят все Анапское шоссе, всю улицу Крестьянскую, вид на эти улицы. Поэтому как-то не хочется такой вид. Вот. Но пока вопрос о продаже квартиры не стоит. Хотя, конечно, уже мы смотрим. Говорят, цены вообще выросли до невиданных высот. И вот в нашем Тургеневском квартале 175 тысяч за квадратный метр. Ну, так люди говорят, но я лично не верю в это. Я даже 100 тысяч как-то так скептически к этому отношусь. Хотя сейчас квартиры более такого низкого уровня и в более таких непрестижных районах продают вот как раз где-то по сотне тысяч за квадратный метр. Но не знаю. Смотреть надо. Ну, люди вот, конечно, в воду все равно их тянет. Вот сейчас покажу вам. Ну, конечно, купаться-то вряд ли кто-то будет. Ну, по крайней мере, вот женщина пошла, еще ребенка с собой повела. Вот, наверное, она вообще не слышала, как вчера 3 человека сразу ушли из жизни. Вот тоже было нельзя, но тоже вот они пошли. Сначала унесло ребенка, потом за ним поплыл отец, потом бросился туда посторонний мужчина, и все 3 погибли. Нельзя с морем шутить, надо подождать. Понятно, приехали люди в отпуск, приехали купаться, но они приехали и должны жить. Но, к сожалению, каждый год море уносит чьи-то жизни. Это, конечно... Вот там, вот смотрите, там спасатели, они четко бдят, видите? Они прямо неустанно там на линии прибоя находятся, всех отгоняют. Потому что мальчика вчера унесло, буквально сбило и унесло сразу же. Ну все, выходят. Искупнулись. Расскажите, где Машенька? Давно ее не снимали. Ну, Маша очень сильно повзрослела, как-то быстро-быстро. Избавилась от своих всех игрушек. Вот, просто взяла и собрала их и выбросила. Мягкие игрушки, всякие там кубики, конструкторы, киндер-сюрпризы,
всякую посудку, всякую мебель детскую. В общем, все собрала. Барби и прочее. В общем, у нее сейчас вообще ничего нету. Ну, может быть, где-то какие-то есть, которые там мы с Наташей спасли. Вот. Книжки все. Вот «Котов-воителей» она читала, собрала, наверное, томов 20, если не больше. Тоже сложила отдельно. Вот сейчас их надо, наверное, продавать. Потому что мы их тоже с рук купили по Авито. И надо тоже их продавать. И вообще детские книжки, конечно, она тоже все убрала. Но книги у нее вообще стоят, конечно. Справочники, какие-то более взрослые книги она, конечно, себе оставила. Книги — это святое. Ну, чем сейчас подростки занимаются? Рисует. Правда, она сейчас не ходит на занятия в школу искусств. Но все равно рисует, у нее неплохо получается. Она четко уловила все, чему их обучали там, различные техники. У нее есть специальные вот эти вот фигурки, которые мы покупали, ну, для того, чтобы человека соблюдать при рисовании. Я ей еще не с Авито, а с Алиэкспресса выписал женскую фигуру и мужскую. Вот она, у нее там это все стоит, она порой придает, все это срисовывает. Хорошо получается, кстати, у нее. Она пробовала уже работать, ну, с помощью Вали. У меня Валя начала работать, наверное, сразу же в 14 лет, как сюда только приехала. Мы в 2014 году приехали, и Вале 14 лет было. Валя сразу стала работать. Ну, работать как? Так вот где-то подрабатывать, а потом более уже серьезно. Кем только не работала, вплоть до таксиста, даже не имея прав водительских. Но это отдельная история. Сейчас Валя работает аниматором. В различных санаториях, домах отдыха, гостиницах. Приходится иногда перемещаться из одного пансионата в другой. И она даже привлекала Машу. И Маша уже тоже работала аниматором. Несколько дней выходила. Ну, то ли кого-то заменяла, то ли что. Не знаю, Валя ее организовывала, то есть привлекала. И Маша получала уже свои первые деньги. И тратила их на здоровое питание. Это хлебцы, это фасоль, это овсяное молоко, это какие-то обезжиренные йогурты, еще что-то. Ну, вот так вот. Она сейчас увлекается здоровым питанием. И мне тоже советует не есть то, не есть другое. Ну, потому что у меня тоже есть противопоказания. Я вот недавно проходил, ну как недавно, около месяца назад проходил обследование. Мне выписали тоже там, не выписали, а дали такую бумажку с рекомендациями. Вот. Ну и Маша тоже ее изучила внимательно. Сначала Маша изучила, потом давай мне говорить, почему ты это ешь, тебе это нельзя. И как-то вот мы сейчас летом вообще питаемся так, абы как. Я, конечно, варю там какие-то супы и что-то готовлю, но в основном, конечно, я это и ем, потому что Наташа сейчас на работе питается, Валя на работе питается, а Маша питается какой-то своей пищей. Вот. Сахар, конечно, мы не едим. Ну, сахар то, что, может быть, в каких-то продуктах попадается, когда там... Ну, мы даже консервацию никакую не берем, потому что в консервах тоже много сахара. Ну, вот такое у нас увлечение, я бы сказал, да. Но, может быть, она перерастет в привычку. Кто знает. Я сейчас отношусь вот к этому Машиному увлечению
здоровым питанием как к временному. Ну, с другой стороны, это очень все правильно. Я вот недавно посмотрел интервью диетолога Красовского с Фишман. Я не знаю, как ее зовут, но это тоже известный интервьюер. И я сейчас даже на ночь, друзья мои, съедаю по 2, ну чаще по 1 яичному белку. А зачем это делать? Ну вот специально где-нибудь наберите белок на ночь и его действие, как он действует в организме. Именно ночью он действует, перед сном надо съедать. Так что все это интересно, и все это есть, друзья, это наука, это не просто там как бы бабушкины сказки. Хотя бабушкины сказки иногда тоже к ним надо прислушиваться, и то, что нам рассказывают люди пожилые. Кстати, усиливается шторм, друзья, волны еще стали мощнее. Так вот, иногда то, что нам доносят какие-то предания, традиции, это тоже все неспроста. Это тысячелетнее наблюдение. Вот, поэтому посмотрите, пожалуйста, тоже интервью с доктором Красовским. Фишман. Как ее зовут, я даже не знаю. Фишман. Девушка такая интересная. Прямые вопросы всегда задает. И прямые ответы получает. Причем, друзья, это тоже такой несколько такой оппозиционный канал. А понятно, что я никогда не думал, что у нас существует еще сахарная мафия. И она не только, она, ну, как бы в России, да, это, наверное, тут какие-то лапы ее дотягиваются, до России тоже. Но это мировая мафия, и производство и продажа сахара, она сравнима по доходам с производством наркотиков. Вот. А сахар это такой же наркотик. Он действует на человека так же, как любой наркотик. И в любом продукте, который нам кажется вкусным, количество сахара, вот эта доза сахара, она так вымерена научным путем, что когда мы кусочек сахара съедаем, какого-то там тортика, конфетку какую-нибудь, шоколадку или еще что-то, напиток какой-то, то мы получаем именно такую дозу, что нам через какое-то время хочется повторить. Понимаете? Поэтому, смотрите, сахар очень коварен. Про него много можно читать, и я только как-то недавно об этом задумался. И об этом стоит задумываться, друзья. Поэтому советую вам всем обратить внимание на сахар, на диетолога Красовского. Ну или Комаровский, есть такой доктор интересный, он на Украине живет. Он, кстати, сказал, когда ему задали вопрос, в чем больше вреда, в чае или в кофе, он сказал, что в том и другом не так много вреда, как в сахаре, который мы кладем и в чай, и в кофе. Поэтому вот имейте в виду, друзья, сахар – это сладкий яд. Вот я рассказал про Машу. Так что Маша сейчас ходит на занятия к репетитору, изучает немецкий язык. Но для чего она его изучает? Ну, я так отвечу, для общего развития. Ну, может быть, когда-нибудь Маша поедет учиться за границу, и немецкий язык ей пригодится. Ну, а сейчас это ей просто даже интересно. Так, волны усиливаются, друзья мои, и я сейчас еще что-нибудь прочитаю. Конечно, с трудом я разбираю, очень яркий свет. Так, Я вообще не вижу, кто пишет мне, вот вообще не разбираю.
и, потому что это более блеклым таким шрифтом. Сам текст как-то более светлый. Мы питаемся в Динамо, так что ли? Хорошо. Вчера грибы ели, рис и курицу. Хорошие продукты. Рыба, кстати, тоже хороший. Привет, а где Андрей? А про Андрея расскажу. Андрей, мой друг, да, переехал в Анапу в октябре прошлого года. Устроился на работу в один из отелей. Ну, я не называю его этот отель. В общем-то, по-моему, это даже не важно. Но условия работы в этом отеле, вот как оказалось, очень плохие. Я бы сказал, к Андрею там относятся вообще как к какому-то наемному работнику, которому вообще, к которому можно относиться вообще, ну, с грубости говорить, конечно, не хочется, но судя по тому, как ему платят, где он живет и что он ест, можно сказать, что да, к нему относятся как вот к собаке. Потому что и Андрей сам говорит, что руководство очень жадное на деньги, работникам своим не платит, на всем экономит. Андрей жил сначала всю зиму в щитовом домике, там было, да, ну там еще можно было жить, зимы у нас такие мягкие. Был обогреватель у него, но была кухня какая-никакая, был кое-никакой душ, где он мог мыться. Сейчас его перевели, друзья мои, в какое-то техническое помещение под бассейном, где очень сыро, где очень темно, где очень вообще плохо. У него там вещи все отсыревают. Его сумка из кожзаменителя покрылась зеленым мхом, ну или вот этим лишайником каким-то. Он тоже удивился. Кормят его там очень плохо. Один раз в день дают очень маленькую порцию. Он не наедается. Он сейчас очень сильно похудел. В магазин он вырваться сейчас не может, потому что, ну, рабочий день до самого вечера. Ему не остается сил сходить в магазин. В магазине, там, где он сейчас живет, в этом полуподвале, там нет ничего для приготовления пищи. Потому что там была кухня у него, где он жил в этом щитовом домике. Там была плита, там были какие-то кастрюли. Сейчас он ничего не может себе готовить. Вообще ничего не может себе готовить, даже чай. Вот. Поэтому он очень похудел, он питается очень плохо. И ему очень плохо там живется. Зарплата у него нисколько не выросла. Зарплата у него все как прямо при самом диком капитализме. То есть, чем больше он работает, тем ему еще повышают за счет интенсивности труда. Понимаете? То есть никаких летних расценок нету, как вот в других приличных учреждениях, где работают люди, где вот работает моя жена. Мы Андрею предлагали, и жена моя специально даже договорилась о том, чтобы его взяли на работу там, где работает моя жена, дворником. У него бы была узкая просто направленность деятельности, просто дворник. Он бы получал 1500 в день. Это получается, друзья мои, если работать вот каждый день, как он сейчас работает, он бы получал примерно 45 тысяч рублей. Плюс он бы питался там, питание там очень хорошее, Наташа говорит. Там людей, которые физически работают, кормят просто как на убой. Это грузчиков, хаус-мастеров. Ну и дворник, я думаю, тоже относится к этой категории. Причем он мужчина, а мужчин там, она говорит, кормят, не жалеют пайку. Вот. И он бы там
и питаться будешь как человек. Но Андрей, он такой вот, чтобы его сдвинуть, это надо приложить очень много. Сейчас опять попал в какие-то ужасные условия. Рабочий день начинается в половине 8 и длится чуть ли не до 9 вечера. А отдыха там ему нету, потому что он, я говорю, живет, и у него как раз громкая музыка, вот эти вот барабаны, вот эти вот басы. Он говорит, в такой ситуации у кого-то прогул, у кого-то агул, у кого-то еще что-то. А он такой человек, он как не может ни как-то бросить, и отпроситься ему стыдно. Да его и не отпустят, потому что он такой человек, на него цикнут, он будет работать столько, сколько ему скажут. Вот на этих условиях. Поэтому мы ему говорим постоянно, Андрей, вот у меня родственник тоже приехал в Анапу, тоже, кстати, зовут его Андреем, поработал в одном месте, тоже плохие условия, очень тяжелая работа. Он бросил, пошел в другое, там тоже ему не понравилось, он и там тоже бросил, и даже отработав какое-то время, денег не взял, вот, и ушел на другую работу. Но, видимо, все равно как-то совесть есть у работодателя, и ему перечислили деньги за тот период, за который он отработал по факту. Ну, потому что сейчас все как-то, в общем-то, боятся, что могут и жалобы поступить, и зачем людям проблемы, да, даже вот таким вот плохим хозяевам. Но Андрей боится уходить. Боится бросать, боится вот что-то потерять. Ну, вот так вот. Вот про Андрея я вам рассказал. Сижу в номере. Вчера успела с утра поплавать. Нет, не поплавать, а ну да, поплавать за Анапкой на премьере. Кое-как разбираю. Вечерняя прогулка не удалась. А сегодня как одеться на прогулку на море. Карту надо? Кофту надо? Ой, простите, пожалуйста, читаю так. Да нет, смотрите, люди даже загорают, люди в купальниках. Хотя, конечно, сейчас прохладно. Ну вот мне уже стало прохладно. А когда солнце было, а сейчас ветер усилился. И, в принципе, смотрите, как вы относитесь, конечно, к... там вообще, вот я вот смотрю, там мальчик даже на матрасе. Понятно, папа смотрит, но вот вчера, наверное, папа тоже смотрел, конечно, за своим сыном. А сейчас их уже нету. Представляете, друзья, они утонули. Вот, просто жутко, когда вот так вот начинаешь все это думать. Бесшабашность, русский народ такой. Так что, друзья, конечно, можно надеть ветровочку, кофту даже. Так что будет, если некомфортно, можно снять всегда. А вечером, я думаю, однозначно надо одеваться. Маша молодец, творческая личность.
Ох, как красиво. Это прямая, да, это прямая линия. Как у Путина прямо. У нас жарко, почти 35 градусов. Тоже не вижу, кто пишет, друзья. Потом, у меня, кстати, чат сохраняется, все можно почитать. Да, вот спасатель выгнал людей с матрасом. Завтра день Ивана Купала. Так, ну вот, друзья, удалось мне что-то почитать. Ветер усиливается, волна тоже. У меня сегодня монопода нет, я сегодня вообще как-то не думал прямую трансляцию проводить. А слышно меня хорошо, друзья мои? Сейчас подхожу к воде. Спасателям сегодня работа. Так вот, друзья. Так, прерывается трансляция, поэтому, может быть, кто не слышал. Так вот, в отеле вместо спасателя, который отсюда перекинули. А вот там вообще вон купаются. Там купаются, а этому спасателю вообще наплевать.
Приазовец. Вроде бы там, да, как бы за территорией, потому что детей-то нету сегодня на пляж, но так вот, я рассказал, да, или не рассказал историю. Посадили человека, который, ну, не штатный спасатель. И вроде бы, что такого, да, работа не пыльная. А Наташе говорят, что нет. 3-4 человека за день приходится именно спасать, вытягивать. Ну вот, наконец-то, спасатель с Приазовца направился. Почему-то у него нет мегафона с собой. Как-то странно. Ну вот, друзья, вот такая обстановка, я бы сказал, даже немножко нервная. Особенно когда вот так разгулялась природа. Ну и я сегодня тоже увлекся. Ну, так вот всегда бывает, когда море, оно вообще такое притягивает, затягивает, увлекает. Ну все, друзья, на этом я свою трансляцию заканчиваю. Извините, может, чего-то не дочитал, не ответил, я отвечу потом. А вы, если повторите вопросы в комментариях, и я обязательно отвечу. Пока-пока, с вами был Александр. Это был Анапский пляж. София. Пока.